Инфляция в США падает, Америка и Китай договариваются о двустороннем снижении тарифов, угроза рецессии уходит на второй план, а ФРС готовится снизить ставки уже этой осенью. Казалось бы, это идеальное условие для того, чтобы биткоин пробил новый максимум выше 110 тысяч и спровоцировал активный рост альтов, но рынок продолжает стоять на месте. Диапазон 108-105 тысяч оказался куда сильнее, чем думали инвесторы, и уже на протяжении более одной недели мы наблюдаем за консолидацией. И в данном случае вопрос один: куда пойдет рынок дальше? Ведь предыдущие долгосрочные и краткосрочные фазы рынка показывают, что после консолидации всегда начинается формироваться новый тренд. Сейчас инвесторы, трейдеры и само собой большие фонды ожидают новые катализаторы, которые смогут задать движение рынку. А что говорят данные? Пока биткоин двигался во флете, фонды не переставали его накапливать, особенно BlackRock, который на протяжении более месяца фиксирует приток капитала. Но в то же время метрика ликвидности сигнализирует о возможном резком обвале цены с потенциальным тестом 98 тысяч, если в ближайшее время не появятся весомые катализаторы роста. Также обратите внимание на то, как большие игроки пытаются уничтожить эффект мая, когда в прошлом активность на рынке снижалась, а продажи росли, чтобы поднять фома у тех, кто не успел закупиться на локальном дне до максимальных уровней, тем самым ликвидировать шортистов и сформировать приток ликвидности на краткосрочном пике, что позволит охладить рынок крупными продажами, снова опустить цену и получить новый приход капитала для роста на фоне предстоящего снижения ставок и запуска печатного станка ФРС. Друзья, сейчас все карты на руках, видя данных по инфляции и начало торговых сделок между США и другими странами. И следующий ход, безусловно, будет за Джеромом Пауэллом, который продолжает держать ставки на высоких уровнях. Поэтому в данном ролике я бы хотел разобрать, что сейчас происходит на рынке и как большие игроки начинают новую шахматную партию против розничных инвесторов. Я отвечу на вопрос, как фонды заставляют толпу покупать на хаях, мы разберем последние данные по инфляции, которые, несмотря на падение, не вызвали активный рост, обсудим, что сейчас ждет рынок, какие факторы могут на него повлиять, обязательно поговорим про эфир, который начинает терять бычий импульс, и рассмотрим очень много метрики биткоина, чтобы понять, кто покупает, кто продает, на каких уровнях и на какие суммы, чтобы знать истинное настроение крипторынка, от которого будет зависеть его дальнейшее движение. Перед просмотром, как всегда, поддержите видео лайком, комментарием и подпиской на канал, если вы еще не подписаны. А мы, в свою очередь, продолжим публиковать для вас интересные ролики не только на тему биткоина, но и альтов, а именно топы, обзоры, а также новые листинги монет, которые могут принести очень хорошие иксы. Поэтому всем приятного просмотра, меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, первая половина мая уже прошла, и поэтому давайте начнем с подведения итогов всего, что происходило за последние 7 дней, а потом перейдем к разбору и анализу крипторынка для составления прогноза на эту неделю. Первое, на что стоит обратить внимание, это инфляция. Данные по ИПЦ 13 числа показали, что инфляция в США падает и сейчас составляет 2,3%, что увеличивает шансы на снижение ставки ФРС уже в этом году. Ведь напоминаю, их цель это 2%. Также на прошлой неделе был опубликован индекс цен производителей, который является инфляционным индикатором, измеряющий среднее изменение цен по продажам товаров и услуг. Он также упал до 2,4%, что в моменте положительно отразилось на акциях, а также крипте. Кстати, если вы не знаете, где раньше всех получать эти и многие другие важные отчеты, которые влияют на рынок, срочно подпишитесь на наш Telegram. Там мы ежедневно на связи и в режиме онлайн делимся с вами всей актуальной информацией по крипторынку. Заранее сообщаем, что будет расти, что будет падать, какие события влияют на биток и альты. Также выкладываем свежие дайджесты, чтобы с самого утра вы были в курсе происходящего и не тратили свое драгоценное время на поиск новостей. А еще мы активно публикуем сделки китов, а также инсайдеров, которые связаны с фондами. И буквально сегодня мы выложили новые позиции крупных игроков. Поэтому, чтобы знать, как торгуют киты, подписывайтесь прямо сейчас. Да, инфляция реально показывает признаки замедления, что положительно влияет на рискованные активы. Но как мы видим, биткоин все равно не улетел выше 110 тысяч. Да и вероятность первого снижения ставок превышает 50% только в сентябре. Вопрос почему? Отчет был опубликован в период временно 90-дневной заморозки тарифов, что дает политикам узкое окно для оценки основных тенденций инфляции без искажения импортируемых товаров. Проще говоря, данные не объективны на 100% и не описывают реальную картину, из-за чего на рынке остаются сомнения, что будущие ИПЦ могут все-таки вырасти из-за нестабильности на фоне тарифов. По классике, под конец прошлой недели это вызвало рост доходности по десятилетним облигациям, что, как правило, негативно влияет на акции и биткоин. И в этом мы убедились в пятницу и на выходных, когда активность на крипторынке упала. На первый взгляд может показаться, что биткоин замедляется, но на самом деле это классическая ситуация. После сильного импульса рынок входит в фазу накопления. Многие трейдеры сейчас говорят о
формировании так называемого бычьего флага. Это такая фигура, которая часто сигнализирует о продолжении тренда, если будет активный пробой вверх. Последнюю неделю биткоин буквально застрял ниже уровня 105 тысяч, и цена двигалась в узком диапазоне, около 3500. И судя по текущим данным, в ближайшие дни это может продолжиться, если не появится какой-то мощный катализатор. Биткоин уже дважды пытался пробить 105 тысяч, но оба раза неудачно. Но с началом этой новой недели ситуация изменилась, поскольку ожидается продолжение притока капитала от фондов, а также покупка от Сейлора на сумму более 1 миллиарда долларов. Но аналитики из фирмы Swissblock прямо пишут, что биткоин застрял в сужающемся диапазоне, и по их мнению более активное движение начнется только с приходом капитала от фондов. Тем не менее, история показывает, когда толпа становится слишком осторожной, рынок часто идет против нее, так что возможен неожиданный рост. Просто потому, что сейчас многие настроены на разворот цены. Но тут важно понимать одну вещь. Биткоину сейчас реально не хватает серьезного катализатора. Да, он движется выше 100 тысяч, даже пробивает 105 тысяч, но крупные игроки не дают цене вырваться вперед. По последним данным, на бирже Binance ликвидность находится выше текущей цены. Именно это сдерживает движение вверх. Аналитики фирмы Material Indicator в своем отчете сообщили, пока не будет реального триггера, не стоит ждать устойчивого роста. Более того, ключевая поддержка сейчас в районе 100 тысяч, и если мы ее пробьем, следующая зона, которую будет тестировать биткоин, это 98-95 тысяч. Данные TRDR показывают, что рост от 74 тысяч до 105 тысяч сопровождался сильными спотовыми объемами и ликвидациями маржинальных позиций. К тому же в эти недели в рынок влились миллиарды долларов через ETF, и несколько крупных компаний заявили о покупке биткоина для своих резервов. Но сейчас в верхней части диапазона трейдеры начинают фиксировать прибыль. Мы видим снижение активности в открытии новых длинных позиций с плечом, а вот при падении к нижней границе флага, около 100 тысяч, начинают срабатывать спотовые заявки. Но маржинальная активность все еще ограничена. В общем, текущее охлаждение вполне нормальное поведение после сильного роста. Аналитики Glassnode подтверждают, да, краткосрочные трейдеры фиксируют прибыль, но все в пределах нормы. В прошлых бычьих циклах, например, показатели прибыли уходили за плюс 5 стандартных отклонений, сейчас около плюс 3, так что потенциал для роста остается. Тем не менее, аналитики предупреждают, биткоин может протестировать поддержку, прежде чем продолжит рост. Material Indicator считают, что если не будет мощного катализатора, цена может опуститься к уровню 100 тысяч. По их данным, заявки на покупку сдвигаются вниз, а продавцы накапливают позиции выше текущей цены. Все вышеперечисленные данные дают понимание о настроениях на рынке. Это крайне важно использовать перед открытием лонгов и шортов, что уже сделали аналитики нашей подписки Coin22 Pro. Они проанализировали ключевые области спроса и предложения и подготовили всем участникам Pro лучшие точки входа по биткоину, эфиру и топовым альтам на эту неделю, чтобы получить профит. Как ранее мы это сделали на росте монеты Aptos, падении цены AVAX, на резком обвале OP на прошлой неделе, а также на движении многих других токенов. Ведь самое главное – это профессиональный анализ. Поэтому если вы не знаете, как находить оптимальные точки входа, где фиксировать сделки, как их страховать стоп-лоссами и усреднять, и в целом, если у вас нет четкой торговой стратегии, то вы торгуете неправильно и очень часто будете сталкиваться с убыточными сделками или вообще ликвидациями. Но в подписке Pro есть пошаговое обучение на практике, разбор лучших систем трейдинга, поддержка, сопровождение, а также помощь в сборке долгосрочного портфеля. Так что присоединяйтесь по ссылке в описании и полностью измените свой подход к торговле, чтобы наконец-то фиксировать прибыль, а не постоянные убытки. Ну а мы давайте более детально разберем, чего ждет рынок и что готовят для нас крупные игроки. Вначале я сказал, что фонды, несмотря ни на что, продолжают покупать биткоин через ETF. Общий приток капитала за прошлую неделю превысил 600 миллионов долларов. Да, это немного, но тем не менее приток стабильный. И, например, от BlackRock он продолжается уже на протяжении более месяца. По факту основным драйвером движения цены биткоина остаются именно крупные игроки. Свежий отчет от Sentiment показывает, что в мире крипты все не так уж и децентрализовано, как может показаться на первый взгляд. Давайте копнем глубже и посмотрим, кто на самом деле контролирует биткоин. Начнем с розничных инвесторов. Все те, у кого на кошельках меньше 10 биткоинов, а это по сути обычные инвесторы, в сумме держат только 3-4 миллиона биткоинов. Это примерно 17,5% от всего доступного предложения. По текущему курсу около 358 миллиардов долларов. Но это только верхушка айсберга. Если смотреть еще детальней, то ситуация становится еще более односторонней. Кошельки меньше, чем с одним биткоином, то есть самые мелкие игроки рынка, в общей сложности контролируют менее 7% всех биткоинов. То есть, несмотря на то, что их больше всего по количеству, они владеют лишь минимальной долей от общего пирога. А вот теперь самое интересное, кто же контролирует биткоин? Аналитики Sentiment выяснили, что почти 70% всех биткоинов сосредоточены в руках кошельков с балансом от 10 до 10 тысяч биткоинов. Это больше 13,5 миллионов монет. Если перевести в доллары, это около 1,4 триллиона. Это ранее майнеры, крупные фонды, богатые частные инвесторы и, конечно же, биржи. Так вот, если посмотреть на активность всех кошельков, то больших движений от розничных покупателей, как это происходит всегда во время активных фаз бычьего рынка, пока еще нет. К тому же, согласно отчету от Dark Force, вся проблема в деривативах. Да, именно в них кроется
причина сдержанной динамики. Смотрите, что происходит. Метрика под названием чистый тейкерский объем – это показатель того, кто агрессивно торгует, покупатели или продавцы, уже довольно давно остается в минусе. А это значит, что на рынке преобладают короткие позиции, то есть трейдеры ставят на падение. Иными словами, несмотря на то, что биткоин снова пробит 100 тысяч, деривативные игроки не верят в ближайший пробой нового максимума, и они активно это показывают своими шорт-сделками. Такой перекос создает устойчивое давление на цену, и пока это продолжается, рост биткоина ограничен, даже несмотря на отличные сигналы со спотового рынка, а также ончейн-метрику. Но важный момент. Такая ситуация уже случалась, когда даже сильнейшие бычьи сигналы из блокчейна, такие как накопление, рост активности, приток в кошельки, не приводят к росту, потому что деривативы просто перекрывают весь импульс. Это как ехать на машине с зажатым ручником. Мотор мощный, а толку все равно мало. И сейчас мы как раз в таком сценарии. Блокчейн показывает позитив, фундамент хороший, но деривативный рынок давит вниз. Это создает расхождение между тем, что происходит внутри сети, и тем, что мы видим на графике. Поэтому пока давление маржинальных игроков не опустится или не пройдет большая ликвидация, мощного скачка мы не увидим. Но как показывает практика, крупные игроки всегда играют против нас, обычных инвесторов. И сейчас их главная цель – это вызвать максимальный эффект фома за счет роста цены биткоина, чтобы в текущих диапазонах, а именно выше уровня 102 тысячи, сформировался хороший диапазон накопления. И трейдеры, которые не успели зайти в рынок на уровне 90 тысяч, потому что ждали просадку, открыли лонги с высоким плечом. Крупные игроки, вероятно, хотят уничтожить нарратив «май продавай», как это было в прошлом году. Это делается с целью притока ликвидности от розничных покупателей, ведь фонды и киты также не против частично зафиксировать свои краткосрочные позиции, особенно после выхода хотя бы одного ИПЦ или других данных по рынку труда, которые будут хуже ожиданий. Это будет своего рода подготовка к лету, где торговая активность всегда остается низкой. Наглядный пример прошлый год. И после локального снижения консолидации в ключевых зонах, где ранее биткоин долго не торговался, рынок будет ожидать первое возможное снижение ставок ФРС в сентябре этого года. Конечно, все будут рассчитывать на снижение на 0,25%, но если к этому времени ФРС поймет, что инфляция движется к их цели, это могут быть и все 0,5%, как в прошлом году, за счет чего реакция рынка будет соответствующей. Друзья, понятно, что это лишь возможный сценарий, который произойдет на рынке, ведь как вы можете заметить, все меняется очень быстро, и с таким сложным рынком невозможно спрогнозировать движение биткоина на все 100%. Но одно мы знаем точно, для масштабного роста биткоина в этом году нам необходимо снижение ставок ФРС и печать свеженьких долларов, ведь вся эта новая ликвидность зальет рынки, так что для этого нам нужно следить за всеми экономическими отчетами, чтобы понять, когда ФРС будет готова сделать первое понижение, а также использовать все просадки биткоина в свою пользу, как это делают фонды. И кстати, как правильно накапливать биткоин и альты, я рассказывал в прошлом в очень интересном ролике, поэтому рекомендую посмотреть. А что по поводу эфира? В пятницу эфир вырос на 2%, и при этом мы увидели самый крупный чистый отток с бирж за последние 2 месяца. Спотовые инвесторы снова активизировались. По данным OnChain, в пятницу с бирж ушло 230 тысяч эфиров. Это самый высокий однодневный отток, начиная с 7 марта. Обычно метрика показывает, что это бычий сигнал. Давление покупателей растет, и инвесторы хотят хранить эфир на своих кошельках и не продавать его. Главную активность показали именно крупные холдеры. Киты с балансом от 10 до 100 тысяч эфиров только за последние несколько дней накопили 520 тысяч монет. И судя по данным CryptoQuant, большая часть этих средств скорее всего пошла в стейкинг. Также инвестфирма Abrax Capital продолжает закупать эфир и выводит с биржи 279 тысяч монет. Именно они стали одной из ключевых причин пятничного скачка по оттокам. И кстати, интересно, что такой массовый отток случился сразу после того, как эфир немного просел на прошлой неделе. И это логично. Многие инвесторы зафиксировали прибыль после предыдущего роста на общую сумму более 1,5 миллиардов долларов. А общий положительный фон вокруг эфира в мае был связан с обновлением Пектора, о котором я вам рассказывал еще зимой. Но последние потери эфира не прошли тихо. На этих выходных было ликвидировано более 158 миллионов долларов по позициям эфира. Из них 95 миллионов это ликвидации лонгов. При этом более 22 миллионов ликвидировало шортов. Данные CoinGlass показывают целую стену из заявок на продажу выше текущей цены. Суммарно там более 384 миллионов, и они тянутся вверх до 3000. Это значит, что если восстановление продолжится, вот там и начнется настоящее сопротивление. Так что в ближайшие месяцы эфиру придется преодолевать данный диапазон сопротивления. Но тем временем аналитики уверены, что падение эфира это обычная коррекция, ведь сами посмотрите на его активный рост за последнее время. И так или иначе его цена все равно зависит от биткоина. Поэтому конкретно сейчас рынок переваривает все катализаторы, которые мы получили за последнее время в виде инфляции, данных по рынку труда, многих экономических отчетов, а также торговые сделки США с Китаем и другими странами. Поэтому основной тренд рынка на ближайшее время будет в виде консолидации, потому что рынку нужны новые факторы для роста. Ведь сами понимаете, рынок бесконечно расти не может. И конечно же все эти новые факторы мы будем разбирать уже в наших новых роликах, ну и само собой в телеграм-канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, ведь напоминаю, мы продолжаем публиковать сделки китов, а также важные новости. В комментариях пишите ваши вопросы по текущему движению или по анализу отдельных монет. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, и увидимся очень скоро. Вам желаю удачи, до скорых встреч!